Приветствую вас! В наше время уже никого не удивишь легковым автомобилем с дизельным двигателем. Они стоят на многих автомобилях, но в Советском Союзе почему-то дизельный легковой автомобиль был большой редкостью. А вот грузовых машин с этим мотором было предостаточно. Так почему же в Советском Союзе не делали легковых автомобилей на дизельных двигателях, несмотря на ряд преимуществ перед бензиновыми? Они делали их по ряду причин. Во-первых, об установке дизеля на легковой автомобиль просто не думали, так как бензин был относительно дешевым по тогдашним меркам. Во-вторых, отсутствовала какая-нибудь конкуренция между производителями машин и топлива к ним. И в-третьих, дороговизна. Как известно, в советское время не каждый мог позволить себе купить автомобиль. Об установке еще более дорогих в производстве дизельных двигателей и не шло речи, хотя эксплуатировать их было дешевле. Другое дело грузовые автомобили, их закупало производство, да к тому же не одну и не две, заказывали минимум десяток машин. Также дизельные двигателя получала военная техника. Тут без дизеля никак, ведь преимущество дизельного двигателя перед бензиновым было явным. Они были настолько явными, что те же легковые автомобили, только в Европе, поехали по дорогам еще в 1936 году прошлого века. В Советском Союзе же их ставили только в экспортной модели своих машин, и то не на заводе, а на месте. Их устанавливала советско-бельгийская компания Scaldia Volga двигателями Peugeot, Rover и Perkins. Для внутреннего же рынка легковой автомобиль на дизельном двигателе завод ВАЗ разработал в начале 80-х. Но тогда все закончилось на прототипе, пока в конце 80-х об этом двигателе не вспомнили вновь. И до середины 90-х годов шла его дальнейшая разработка, пока к началу 2000-х годов не наладили его серийное производство, и то только одного базового мотора ВАЗ-341. Если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк. Приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаю вам всего хорошего, пока!